Большая Балашиха Лайф. Новости. Авария в Акатово не сходит с экранов и лидирует в рейтингах обсуждений в интернете. Руководители профильных служб, которые ее ликвидируют, приезжают сюда как на работу. Заместитель главы Балашихи Николай Скороход ранним утром рассказывал о ходе работ, о новой камере для стоков и о подключении дублирующей электролинии, которая будет обеспечивать бесперебойную работу насосов. Да, Евгений Иванович. Доброе утро. И, как вы поняли, глава города уже ранним утром интересуется, как идут дела. О технических аспектах Николай Алексеевич, как всегда, рассказал очень подробно. Есть еще такая техническая тонкость, как мусор в сточных водах. Вот почему-то у нас в Балашихе этого мусора очень много. Вроде бы и фабрики не работают, а какие-то тряпки, лоскутки, их очень много. Вынимают там по кубу каждый день. Понятно, что впереди осень, и стоков станет значительно больше, и именно поэтому сегодня байпас оснащают автоматикой. Мы уже говорили, что нормальная станция, она работает, маленькие стоки, работает один насос. Как только уровень в камере начал приподниматься, автоматика включает второй насос. Еще, если вдруг поднимается в такие периоды огромных стоков, значит, автоматика третий включает. Ну и резервный, конечно, тоже будет в этой камере. Ход ремонтных работ контролируют не только руководители администрации, но и подмосковные экологи, а также общественность города. С жителями Акатова есть прямой диалог, да, но в любом случае у каждого есть возможность обратиться. Все пожелания жителей, все их опасения, они рассматриваются, учитываются. Но в целом мы видим, что проведена огромная работа. Да, то есть это было не латание отдельных дырок, это создание капитального байпаса. Я надеюсь, что через какое-то время у нас вопросов с водоснабжением и с канализованием вот именно на этом участке коллектора отпадут сами собой. Старый дряхлый канализационный коллектор проходит по территории 3 районов Московской области, и он всегда был миной замедленного действия. Утешает то, что это случилось не зимой, и что сегодня ликвидацией аварии занимаются те люди, которые знают, как это делать. Владимир Плотницын, Александр Спицын и Роман Суслов. Большая Балашиха. Большая Балашиха Лайф. Новости.